А, Здравствуйте. Сегодня я расскажу про опухоли гипофизарно-гипоталамической области, их клинику, диагностику и лечение. Итак, клинические проявления. Опухоли делятся на аденогипофизарные опухоли и опухоли из эмбриональных остатков гипофизарного хода. К первым относится хромофобная аденома гипофиза. Проявляется сонливость, половое бессилие, недоразвитие наружных половых органов, дис или аменорея, адипозно-генитальный тип ожирения, полидипсия, булимия, анорексия, несахарный диабет, бледность и сухость кожных покровов, раннее выпадение волос, ломкость ногтей, повышенное артериальное давление. Эозинофильная аденома гипофиза. Синдром акромегалии, головные боли, радиирующие в глазницу и надбровье, половая слабость, аменорея, расстройство всех видов обмена. Базофильная аденома гипофиза, синдром Иценко-Кушинга, повышенное артериальное давление, гипергликемия, гирсутизм. Опухоли из эмбриональных остатков гипофизарного хода или краниофарингиома. Инфантилизм, задержка роста и развития половых органов, отсутствие вторичных половых признаков, дисаменорея, адипозно-генитальный синдром. Диагностика. Проводят МРТ со срезами толщиной 1 мм. Вопрос об исключении опухоли гипофиза ставят при наличии головных болей, характерных расстройством зрения или эндокринопатии. Проводят нейровизуляционные исследования с толщиной среза в 1 мм. МРТ более чувствительны, чем КТ, особенно для выявления микроаденом. Лечение. По возможности хирургическое удаление опухоли. При эндокринопатиях медикаментозное лечение. Проводят лечение как раз таки эндокринопатии. Опухоли гипофиза, секретирующие АКТГ, гормон роста, или тиреотропный гормон, хирургически иссякают, как правило, используя трансфеноидальный доступ, это через носовой ход. Иногда при хирургически недоступных или многоочаговых опухолях необходима лучевая терапия. Дофаминергические агонисты, например, виперголит, кабергалин, эффективны при аденомах, продуцирующих пролактин. Как правило, хирургическое вмешательство и лучевой терапии не требуется. Спасибо за внимание. Аденомы гипофиза хорошо лечатся. Все указанные в докладе признаки выявляются на приеме у эндокринолога, а к неврологу они попадают в том случае, если у них нарушается зрение. Когда мы с вами проходили зрительный тракт, вторую пару черепно-мозговых нервов, нервус оптикус, вспоминайте, что там есть хиазма оптицы, и в зависимости от того, сдавливается ли она опухолью, растущей из клеток решетчатого лабиринта или аденомой гипофиза, возникают различные виды гетеронимных гемианопсий. Это позволяет неврологу или окулисту, если пациент обратился с нарушением поля зрения, заподозрить, что это аденома гипофиза, и уже начать, собственно, лечение у нейрохирурга. Давайте следующий.